Разбор Груз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Друзья, подписчик нам привез свой автомобиль Scania с двигателем DC-13. Это 13-литровый рядный мотор с системой топливной PDE. Один из самых популярных и хороших, в принципе, моторов. Многие так считают. С какими проблемами он приехал? Ну, у него посторонний стук, жор масла. Ну, пробег там 1 200 000, по-моему, 400, если я не ошибаюсь. Ну и, соответственно, пришло время его ремонтировать, хочет обновить. То есть обновить гильзы, кольца, посмотреть распредвал. А ты говорил, что давление масла моргало. Давление масла тоже жалуется, но давление масла низенькое уже. Разберем, соберем. Первым делом предлагаю масло слить, если вы еще не слили. Масло, попробуем. Ой, Что за фирма? хорош. Более надежно будет. Только если через головку сломаем. Никакой не видать вроде бы. Стружки нету. Магнитная обычно здесь, если есть что-то ежиком. Здесь вроде так ничего. Стакан тоже это частая проблемка данных двигателей. Ломается этот стакан, отлетает от него кусочки и летят потом в систему масляную. Пружинки находятся там, пластмассочки. Так, не видно, что его разбирали. Тяжеленько. Тяжелый, кранбалки замечательно. Что мы тут видим? Ну, вон видно на клапанах маслица. Возможно, направляшки. Частая болезнь Scania. Видите, друзья, ничего сложного. По кругу идешь, одну головку нацепил, находишь болты от этой головки и крутишь. Тут все болты 12, 10 и 14. По навеске, по всем. Короче, разбирать не собирать. А вот потом, когда... Крути. Грязный, замасленный. Тут что-то было. Старый стал. У нас блок управления двигателем. ЕДЦ.
Что, блядь, мозги называть им нельзя, это нельзя. Надо открыть рубрику «Ответы на комментарии». Забиться что-нибудь так, что не отбиться. Топливный фильтр и топливная рамка. Ну понятно, но такой зазор, как ты говоришь, да? Там? Зачем на трубке сапуна вон с той стороны делают дырки дополнительные? Что? Вот эти. Где? Вот этот выход, это воздуха выходит, а Нет, вот это зачем вот масло. эти дырки делают? Дышало, чтобы. Потому что снизу она у нас, видишь, как низко. Вот эта дырка внизу. Угу. И вот в такие морозы, как сейчас у нас, вот здесь защита стоит, и очень часто замерзает. Мне буквально 2 дня назад со Scania V8 тоже чувак звонил. Говорит, это масло начало выкидывать, давление что-то хреновое. Не пойму, в чем дело. Я говорю, ну, я постоянно говорю, сапун раскроем, там можно в центре раскрыть. Раскрыл, но есть, говорит, эмульсии, но не так много. А потом полез, и там он, у него лед там. Ну, прям замерзло и все. Поэтому прям сверху. Поэтому здесь делаю, да, чтобы это дышало, и там пофиг, замерзло, не замерзло. Тут еще это сапунься даже. Да. Вечером, блядь, такая проблемка. Кстати, интересно, друзья, напишите в комментариях, какие у вас в стране самые популярные грузовики, самые распространенные, в какой части мира. За бренд только, да? За бренд. Ой, какие. Не, ну там есть качество, конечно. Ну, сейчас качество, извини, уже не ну то. да. Уже европейские Раньше было, грузовики да, тоже сейчас этот уже самый. Евро-6 Маркетологи. уже всё испортило. Маркетологи, потому что создают автомобили. Ну что, здесь у нас что? Не Всё совсем хорошо. то и красиво. Все замечательно, покрашено в черный цвет. Так должно быть в любом автомобиле. Не, ну это сразу, это не говорит сразу о плохом качестве масла. Это, возможно, супунение двигателя. То есть картерные газы сюда пробиваются, и вот поэтому черное все. Даже свежее масло, оно становится черное, потому что горит. Но так как двигатель уже скорее сапунит, о чем поведал нам водитель, сказал, что он сапунит и расходует масло. Я точно не помню, по-моему, он сказал литра 2 на 5000 километров, по-моему, где-то так. Коромысло. Не коромысло, а кормысло. Чтобы больше нам замечаний не делали. Тоже делают. Тоже отношения, мы неправильно произносим, неправильно говорим. Я приезжий, мне простительно, я не сдавал экзамен по русскому языку. Одна еще из частых проблем. Мостики побитые. Конечно, это все еще очень грязно, надо помыть все. Не будет лучше видно. Вот, и, соответственно, теперь берем вот это же. Коромысло. Коромысло. Ага, Видим здесь тоже выработка. Возьми, оп, словил. Угу. Соединяют по 2 клапана. Впускные, Мостик, выпускные. перемычка, мостик. Может кто-то еще по-другому называть. Железяка, штанга 300-килограммовая.
Да. А ты дома там, да? Приклеивается аж этот гудроном, блядь. А, ну да. Мозги сняты. Заводи эту машинку. Ты говоришь, расход 2 литра масла на 5000 километров? Ну, примерно так. Я тебя умоляю. Скажи любому владельцу BMW, Audi или Mercedes. Пробитие на болт. Это что значит? А, сюда... То есть, возможно, что там с блоком Трещина. уже будет нюанс. Не трещина, там больше... Ну, все. То есть, возможно, под гильзами начал уже разъедать. И, соответственно, туда вот антифриз начинает попадать под... Вот такой болт, из таких 3 штуки, 3 болта таких. Это уже говорит, что там влага под прокладкой. Ну, либо это просто резинка стала плохой, дубовый. И антифриз начинает вытекать наружу. Вот они все такие. Вот, и, соответственно, попадает уже туда в болт, полость болта. И вот так закольцовывается. Либо начал уже коррозить и блок тоже. Ну, это мы сейчас увидим. Маркируем ГБЦ, чтобы установить их на место. Правильно? С завода они не промаркированы. Циферкой. Какая железяка с циферкой. Керно это, наверное, правильно называется. Раскернить надо. Только с цифрами, может, как-то по-другому. Здесь обдуем, все промоем, почистим. Так, есть немного вот выработка, но не сказать, что это очень... Ты имеешь в виду на блоке вот это вот эти ямки? Да, то есть от прокладки, Уголок. видишь, они местами вот тут просевшее, водопродавленного. Ну, это еще не так все печально, потому что бывает вообще прям беда бедой. Вот, явно, что, скорее всего, здесь резинки потекали. Ну, то есть уже дубовые и не держат. Которые Под вокруг гильзой. болтов. Под гильзой сверху вот здесь вот резинка. И это вот начинает течь. Вот, особенно вот здесь, вот, допустим, видно, что вот здесь. Вот, там еще и трещина. Где? Я в рифму сказать. Что тоже очень-очень часто встречается. И вот сюда на болт
в дальнейшем подтекает. Ну, либо да, нет, трещинка все-таки. Как такое ремонтируется? Ну, может, конечно, кто-то умеет ремонтировать, но не ремонтирует. Ну, сейчас пока преждевременно говорить не будем. Снимем гильзы и почистим там, посмотрим с той стороны, то есть под гильзой. Насколько она глубокая, низкая, ну, идет ли она вниз. А что по гильзам видно что-нибудь? Что Да. хона нет? Ну, хона нет, видно. Хон-сетка отсутствует напрочь. Ну, так прям задиров каких-то сильных не видать. Видно, что все равномерно. Равномерный износ общий. Ну, вот поверху чуть-чуть только видно. Так вот прям. Угу. Так. Ну некрасиво уже. О, полдня уже разбираем. Уже давно бы разобрал. В смысле полдня? 3 часа. 3 часа это и то, с твоими отходами, подходами. Я еще по полчаса сидел, кофе пил. На видео за 40 минут разбираю вообще-то. За 20 минут. Полный разбор. А тут нифига себе уже, блин, 3 часа. Под этими крышечками сюрприз. Ракера, которые взаимодействуют с распредвалом, которые взаимодействуют с толкателями, которые в свою очередь взаимодействуют с коромыслами. Встречается с поршнями. С клапанами, которые встречаются с поршнями. Есть. Есть пробитие? Да, много есть. Вот. Шум. Ну да. Как всегда. По форсуночным по всем. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Да, вот чуть ниже, если идешь. Видно. Как уже печалька имеется, но от этого стучать-то он не будет. Что ты там не знаешь? Снимали. Опа. На герметике-то, а? Должна прокладывать. Это щуп был. Крышка щупа. Да. Хорошо приклеен. Крышку сняли.
Масло. Какой прям масло чернющий. Что-то не совпадает тоже. Красивенько. Это какая-то гречка. Запасная. Сцепление, я так понимаю, наверное, тоже вы меняли, да? Ну, при... Только... Диск меняли. Ну, я понял, что здесь более-менее свежий, да, корзина. Ну, короче, до педали дотрагивался, она так ходила и вело сцепление. Что откуда это? Вот 10 тысяч масла прошло. 10 тысяч? Может, старая. Ну, скорее всего, от старого, наверное, этого. Наш Это новая, просто если залил, то оно не вымоет, правильно? От сильно сразу. Да. Единственное, что если реально сильно сапунит, то... Это. Еще верхний. И здесь. Стой, дай с фокуса. Сложно. Это верхний? Нет, короче. Хотел подстраховать. Есть. Ладно, придерживай. Чугунная поршня. Сейчас надо будет это все отмывать и проверять, смотреть. Не видать. Угу. Я же вытащить не могу. Ага, кольца подзалегли. Вот это. Это что такое залегшее кольцо? Ну, то есть сверху оно нормальное, а снизу оно залегче. То есть приклеилось там. понятно. В поршне застряло. Это из-за этой вот всей грязи, да? Ну, да, вот от это нагара, да, все вот это. Все болтается. Угу. Есть. Ну да. Видишь, какая забитая. Да, они забиты. И вот смотри, еще что. Пружина подстирается. Здесь вот так сейчас я сниму. Вот здесь вот они прям видно. Видишь, следы трения. Ну, трется. Специально так было сделано. Продумано. Выключи пока из розетки. Это я также поставил и пошел. Под направляшки уже подубитые.
Ну, видно зазоры. Угу. Она видно, вот Болтается. поехала, видишь? Чернота сюда в направляшке, если уже заходит, они уже вот прям наполовину направляющий. Ну и сам клапан здесь тоже прилегание плохое. Головки разобрали. Продолжаем. Вот это чудо-машина нам немножко пошумит, но я думаю вытерпим. Откручиваем эти самые форсунки масляные. Коррозии там, конечно, капец. Нарост. Это антифризер. А может на воде кому едет. Ну вот это, про эту резинку был у нас разговор, что она вот перестает держать и начинает течь. Жженая она уже почти вся. Или уже нету здесь почти. Ну, она брови не сгильзнет. А должна немножко выпирать. Антифриз отсюда идет сюда под бошку, да? Да. Конечно, вообще жесть Это все в системе охлаждения. плавает. Где-то кусочки. Тоже от резинки. Ты трещину хотел посмотреть, пошла внутрь или нет? Да, ну вот она пошла трещина, получается, вот как раз она на резинку идет. Вот она, эта трещина идет и сюда к резинке. Дальше уже особо не видать. Ну, скорее всего, она и будет дальше идти, и, соответственно, антифриз уже будет вытекать, и ничего не успеешь. При нагревании это будет расширяться и будет течь. Тоже красиво. Мне кажется, что там не видать нифига бы. Складывается его убитый. Крайне original. Уже металл грызет. Уже и колено может быть не в размере даже. Замерять будем. Уже получше. Немного ополоснулись.
Открутили маховик, теперь кожух маховика. Ну все. Картину маслом. Даже не достается, а? Он на вкладышах не вылазит. Есть места, вот эти вот, наверное, вот это. Да, вот так вот, видишь, цепляло. Перевернуть. Максимальный еще размер. Ну, в размерах нормально все. Коленвал хороший. То есть по коренным, по крайней мере, я сейчас замерил. Коренные в хороших размерах, то есть его надо повернуть и будет нормальный коленвал. То есть он еще в размерах. Все, шатуны тоже хорошие? Да, также 2-3 тысячных притерлся, ну то есть хороший нормальный коленвал. Так, вот он у нас разобранный двигатель. Пару крышечек не сняли сбоку, с блока, но пока что нету смысла. Что по итогу, Серый? Уже снимем потом, если будет необходимость, то есть перебрасывать на другой блок. На данный момент мы разобрали, то есть видим, что у нас трещина в блоке, блок под замену. Также под замену у нас распредвал, рокера форсуночные, все под замену, мостики несколько там под замену были, коромысла. Также гильза, кольца, вкладыши. Сейчас это будем все подсчитывать. В итоге там приблизительную сумму скажем, сколько, если кому надо, интересно будет. Это на сегодняшний момент так они валируются цена. Вот, остальное все вроде как навеска у него нормальная, хорошая, там никаких претензий. У нас проблем. Ну и коленвал нормальный. Только внутри, да, коленвал промерили, он нормальный, полировочку и все. И пойдет. Ну, а остальное это все надо только единственное, что отмывать от этого хорошего масла. Вот. Ну, плюс там прокладки и все остальное по головке, там у нас замена направляющих, замена выпускных клапанов, притирка, ремонт и так далее. Это тоже выходит копеечка. Поэтому буду думать и решать. Если будет хороший блок, может купят и привезут, будем собирать, либо уже двигатель целиком. Тут уже дальше не от нас зависит, а от людей, клиента. Если будет ремонт какой-то, то тогда снимем, покажем, чем это все закончилось и расскажем, сколько цифр, во сколько цифр, обошелся ремонт. Если что, у Сергея на канале, если у меня не будет, то у Сергея на канале будет. Какой-то переход надо в конец там. Вот такой вот двигатель нам привезли взамен. Контрактный. Двигатель будет установлен заместо этого. Здесь сейчас пока
Вымели с мороза, разгрузили. Отогревается, будем перекидывать в впускной коллектор. На ретардер делать систему охлаждения, менять и устанавливать. Внутрь никуда не лезем. Будем устанавливать так, как есть. Гарантию дали. Поэтому весело закрасили все болты. Сцепление тоже проверим. Ну что ж, друзья, вот такое видео у нас получилось. Надеюсь, вам понравилось. И напоминаю вам, что ваша поддержка в виде лайков, комментариев, а также подписки на канал для нас бесценна. Все, всем спасибо. До новых встреч. Всем удачи в каждую страну, в каждый дом. Всем здоровья и до встречи в новом видео. Оно уже скоро выйдет. Разбор Груз. Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.